Если издалека посмотреть на Нью-Йорк, то кажется, что среди его каменных джунглей нет ни одного места для зеленого островка. Но на самом деле это не так. Город Нью-Йорк славится огромным количеством зеленых насаждений. На его территории раскинулось 1700 парков и зон отдыха. Сегодня мы вам расскажем о новом парке, который открылся в центре Манхэттена. Называется он Little Island, что в переводе означает «маленький остров». Местом для парка был выбран заброшенный пирс номер 54 на реке Хадсон. По-русски мы привыкли называть эту реку Гудзоном. А может больше лет тому назад эти земли были домом и охотничьими угодьями для индейского племени Ленапе. В конце 19 и в начале 20 века побережье реки Хадсон трансформировалось в оживленный порт. Пирс под номером 54 стал отправной точкой для трансатлантических лайнеров. Кстати, именно сюда в 1912 году прибыли выжившие пассажиры из затонувшего Титаника. А знаменитый британский трансатлантический лайнер «Лузитания» отплыл тоже от пирса 54, но вскоре был потоплен немецкими подводными лодками. Так что это место таит в себе очень много исторических событий. В конце 70-х прошлого столетия пирс, наряду с другими пирсами вдоль побережья Хадсона, утратил свое назначение и захирел. Опустевший пирс стал прибежищем новых веяний культуры. Много лет подряд здесь проводились стихийные концерты и танцевальные фестивали. Добил пирс ураган Сэнди. Мощной разрушительной волной он пронесся вдоль побережья Манхэттена, разрушив и затопив его прибрежную зону. Так и стояло бы большинство пирсов, медленно разрушаясь и погружаясь в волны Хадсона, унося с собой истории и воспоминания о прошлом. Но, к счастью, Нью-Йорк славится огромным количеством творческих людей и энтузиастов, и поэтому появился проект спасения пирса номер 54. Так зародилась идея постройки парка на воде в виде острова. После долгих финансовых перипетий, а также ковидного карантина, остров-парк был завершен. И взору нью-йоркцев, а также туристов предстал необычный остров-парк, основанием которого стали бетонные сваи. Но именно эти сваи в виде бетонных тюльпанов стали изюминкой и отличительной особенностью рукотворного острова. Форма каждого тюльпана уникальна и имеет различную грузоподъемность, чтобы удерживать почву, растения, деревья, ну и, конечно же, людей, прогуливающихся по зеленым дорожкам. Каждый такой тюльпан весит примерно 66 тонн. Кстати, первоначальные сваи пирса номер 54 оставили, чтобы обеспечить среду обитания для водных организмов. В парке Little Island высажено 66 тысяч луковиц, 350 видов цветов и кустарников, а также 114 деревьев. Насаждения разнообразны, и они высажены с учетом смены сезонов, так что здесь вполне возможно любоваться цветением вишни в конце апреля и осенними красками в октябре. Центральной частью парка, кроме смотровых площадок, является деревянный амфитеатр на 687 мест. В этом сезоне здесь уже проходят концерты и всевозможные публичные мероприятия. Ну,
А если в расписании нет никакого музыкального события, то на лавочках амфитеатра вполне можно полежать, отдохнуть, почитать или встретиться с друзьями. Со смотровых площадок Little Island открываются взору фантастические виды на Манхэттен, на реку Хадсон, на Джерси-Сити. Отсюда даже видно парк High Line. Неудивительно, что Little Island мгновенно стал одним из самых инстаграмных и фотографируемых парков Нью-Йорка. Сюда сразу же, как пчелы на мед, слетелись блогеры всех возрастов и мастей. Ну, мы тоже не стали исключением, слишком уж уникальное место для интервью и выхода в онлайн. Так что можно с уверенностью сказать, новое место для отдыха стало украшением города и пришлось по душе нью-йоркцам всех возрастов. Сюда приятно заглянуть после тяжелой трудовой недели, после напряженного дня, чтобы переключить внимание, расслабиться, подышать воздухом, наполненным запахами трав и цветов, сделать селфи на фоне небоскребов, помахать рукой проплывающим кораблям. Да, мало ли что можно придумать для разнообразия. Не удивлюсь, если в скором времени этот фотогеничный маленький остров украсит собой голливудский блокбастер.